В этом видео узнаем историю здания Харьковской областной администрации. Здание расположено в исторической части города по улице Сумской. Несмотря на характерную для Советского Союза архитектуру дома, он отлично вписался в общий ансамбль улицы. Современное здание Харьковской областной государственной администрации, более известное как областной совет, является уже третьей версией здания, в котором располагались органы власти с конца XIX века. Хотя если внимательно присмотреться, то это уже пятая итерация здания. Обо всех по порядку. Самое первое здание в стиле неоренессанс было построено в 1897-1899 годах по проекту архитектора Адольфа Борисовича Минкуса. В здании располагалось губернское земство, которое было предтечей современного областного совета. Этот выборный орган местного самоуправления нес административно-хозяйственные функции. Земство заведовало образованием, охраной здоровья, строительством дорог и так далее. В 1914 году к зданию с северной стороны был пристроен трехэтажный корпус по проекту архитектора Величко. В 1925 году в здание переехало Оргбюро Центральной коммунистической партии Украины, которому впоследствии стало в нем тесно. К 1931 году была завершена реконструкция здания в стиле конструктивизм по проекту архитектора Якова Штейнберга, в ходе которой здание было надстроено. Его объем увеличился с 28 по 66 тысяч кубических метров. Любопытно, что архитектор изначально решил сохранить часть декора первых этажей здания губернского земства. Из-за спешки в строительстве зимой 1932 года штукатурка с фасада обвалилась, и было решено избавиться от стилевой мешанины, сделав здание полностью конструктивистским. Здание было разрушено во время боев за Харьков в феврале-марте 1943 года. В 1951-1954 годах на месте старого здания по проектам архитекторов Вениамина Костенко и Владимира Орехова было построено новое. Существует предположение, что при строительстве использовались уцелевшие элементы фундамента и стен предыдущего здания, корни которого уходят в 1899 год. Работы по строительству здания выполнялись стахановскими темпами. Как и все административные здания в Советском Союзе, это строение также должно было передавать своим внешним видом силу и мощь страны. Главный строительный материал – белый кирпич. Светлые тона дома придают ему легкости, фасад шестиэтажного здания украшают колонны. За счет такого решения дом кажется еще выше. Здание в стиле сталинского ампира является памятником архитектуры. В здании всегда размещались только органы власти. В 2004 году с левой стороны здания был установлен памятник первому губернатору Евдокиму Щербинину, который был губернатором Слободско-Украинской губернии в 1765-1775 годах и Харьковского наместничества в 1780-1783 годах. Скульпторы Александр Ридный, Анна Иванова, а архитектор Юрий Шкадовский. В марте 2022 года был демонтирован памятник Евдокиму Щербинину. А еще здание Харьковской областной администрации знаменито событиями 1 марта 2014 года, когда на площади Свободы был проведен митинг, на котором выступали тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. По окончании митинга между участниками мероприятия и активистами Харьковского Евромайдана произошла стычка, в ходе которой использовались палки и слезоточивый газ, после чего было захвачено здание ХОГА пророссийски настроенными лицами. Уже в облгосадминистрацию. Вот харьковчане съехали, кто расходился с митинга. Заходим в облгосадминистрацию. Пошли в свою облгосадминистрацию.
К вечеру того же дня эти лица покинули здание облгосадминистрации. Но 6 апреля 2014 года пророссийские демонстранты вторично захватили здание Харьковской областной государственной администрации, а по состоянию на утро 7 апреля здание ХОГА было освобождено от захватчиков. «1 марта 2022 года здание Харьковской областной государственной администрации пострадало от российского ракетного удара. Видео первого удара, которое вы сейчас видите, облетело интернет, став наглядной демонстрацией принесенных российской армией смертей и разрушений. При этом ракетном ударе погибли 29 человек. В здании были разрушены перекрытия и повреждена крыша. Пострадали и ближайшие здания, в том числе оперный театр, филармония и жилые дома. Было разрушено консульство Словении. Повторные ракетные удары по разрушенному зданию облгосадминистрации, а также по домам в его окрестностях проводились несколько раз. Последний 28 августа 2022 года. Кто тут русский мир ждал с флагом России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Эксперты осматривали здание ХОГА и сделали заключение, что оно восстановлению не подлежит. Об этом заявил Олег Синегубов, глава Харьковской обладминистрации, что вызвало возмущение общественности города. Архитекторы выразили сомнения в том, что здание невозможно восстановить. В июне 2022 года мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что здание ХОГА, скорее всего, будет восстановлено по примеру Рейхстага. Идея состоит в том, чтобы оставить фасадную часть в том виде, в котором она находится сегодня, а все остальное оформить в современном стиле. Над проектом реставрации обещал поработать британский архитектор Норман Фостер. В сети появился даже концепт реконструкции здания ХОГА от неравнодушных харьковчан. Сейчас здание Харьковской областной государственной администрации на площади Свободы законсервировано. Это дает понимание, что здание планируют восстанавливать. А вот по какому проекту Фостера или украинских архитекторов покажет время.